Всем привет! С вами Даша. Рада приветствовать вас. И сегодня я буду обозревать, а также собирать КамАЗ-54-112 в 43 масштабе. Ну что, взглянем, что в коробке. И как всегда в наборах от АВД нас встречает пасхалка. Здесь это лиса, которая охотится за колобком, находящийся в кабине. Что логично, ведь КамАЗ тащит в прицепе муку. Интересно, сколько своих собратьев он везет в этом полуприцепе. Кстати, АВД выпускает модель в коробках характерного синего цвета. Это говорит о том, что эта модель выпускается по лицензии КамАЗа, и на кабине видны характерные буквы. В первое время АВД выпускали КамАЗы без лицензии, соответственно, без каких-либо логотипов. И их приходилось докупать отдельно, чтобы сделать модель более узнаваемой. Кстати, от ЗИЛ у АВД тоже есть лицензия, но на коробках они об этом никак не показывают. Так, дальше торец. На торце мы видим декаль. Производитель предлагает нам построить модель машины, которая колесит по Ростовской области, 61 регион. Что логично, ведь этот регион славится своей аграрной отраслью. Также на декале есть шильдики с номерами модели, приборная панель, собственно, и надписи «Мука», «Комбикорм», а также логотипы производителя предприятий. Так, на обратной стороне другие КамАЗы от АВД. Бортовой, а также тягач в одиночном исполнении с другими полуприцепами, цементовоз и топливная цистерна. Так, а теперь давайте откроем коробку. В коробке, как всегда, инструкция. Здесь она в книжечке, я очень это люблю, она довольно-таки толстая. Видимо, будет сложновато. Вначале тут, как всегда, нумерация деталей в литниках. И сборка. Производитель предлагает начать с переднего моста. Так, дальше сборка кабины. Вот. Наверное, самое интересное, на мой взгляд, сейчас начнется сборка самого полуприцепа. Так, на этом все. Дальше нас встречает тот же самый буклетик с теми же КамАЗами. Декаль. Мы ее видели на торце коробки. Дальше рекомендации. И литник со стеклением. Давайте вскроем. Вот здесь стекла и много фар, фонариков. Так, дальше литник у нас. Сейчас посмотрим поближе. Здесь у нас пол кабины, мост, ну и прочие детали. Так, пока в сторонку. Так, дальше у нас металлические детали. Рама и сама кабина. Выглядит очень хорошо. Давайте вам поближе покажу надпись КамАЗ. Так, ну в сторону. Так, очень много колес.
колесных покрышек. Достану одно. Очень хорошего качества, но единственное, есть посередине шов. Так видны даже все буковки и обозначения. Прилично, очень прилично для машины, для колес из коробки. Так, дальше литник с дисками. И тоже вскрою. Как всегда, много отвалившихся деталей. Так, здесь у нас двигатель и сиденье, диски. Так, дальше. Так, а это, наверное, как раз для полуприцепа пневматические трубки, ну и прочие детали. Эта часть тоже, скорее всего, от полуприцепа. Вот. Ну и сам полуприцеп. Вот он выполнен из двух деталей. Надеюсь, шов будет ровный. Или его придется как-то исправлять. Так, ну и самое последнее — это пакетик с гвоздиками и дворниками, ступицами. Начну сборку КАМАЗа, как предлагает инструкция. Со сборки колесных дисков. Задние двускатные колеса состоят из двух дисков, поэтому склеиваю их вместе. Потом начинаю собирать передний мост. В этом наборе можно из коробки сделать его поворотным, что заметно оживит модель на полке. Ведь в жизни автомобили не всегда паркуются с идеально прямыми колесами. При обработке деталей я пользуюсь шлифовальной губкой. Я только недавно попробовала этот инструмент, и мне очень понравилось. Особенно легко с ней обрабатываются тонкие и хрупкие детали, такие как рулевая тяга на переднем мосте. Передний мост готов, настала очередь заднего. Тут, как обычно у АВД, мосты выполнены одной деталью с рессорами. Подготавливаю диски, обрезаю выступы и рассверливаю круглым надфилем отверстия для осей и наживляю диски на эти оси. Обрабатываю детали двигателя. Дорабатывать я его не буду, хотя опытные моделисты при желании могут оживить двигатель проводками и шлангом. Модель тягача 54112 от АВД не единственная в своем роде. Например, в природе существует смоляной набор этой машины в 72 масштабе от фирмы Nordstar Models. Но его стоимость велика для такого мелкого масштаба – около 4000 рублей, и сборка будет сложна для начинающего моделиста. Существует еще более экзотическая модель в железнодорожном 87 масштабе от чешского производителя Mack Distribution и тоже из смолы. В 35 масштабе есть модель от Custom Factory, тоже, к сожалению, из смолы и с высокой стоимостью. Так что модель от АВД по сути единственная в своем роде сборная масштабная модель. А из готовых моделей существует довольно старая модель от фирмы Lecon. По современным меркам эта модель смотрится очень просто. Большой минус этой модели – крайне низкая проработка рамы. То есть тягач базируется не на раме, а как бы на бетонной плите, что по современным меркам совсем плохо. Также в качестве готовой модели можно найти в магазинах модель, выпущенную в рамках журнальной серии «Автолегенды СССР»,
Как любые журналки, к этой модели есть претензии, но за свои деньги это очень неплохой вариант. Ну и естественно существует выбор из нескольких вариантов КАМАЗа 54112 от Автоистории и от ССМ. Так что если не хотите собирать, можно подобрать готовую модель по своему карману. Я лично выбираю сборные модели, ведь результат зависит только от тебя, а не от квалификации китайского сборщика. А теперь я монтирую двигатель, бак, седло на металлическую раму модели. Я приклеиваю эти детали на клей-момент. Впервые модель выпустили с конвейера в далеком 1981 году. Грузовик имел колесную формулу 6х4. Со временем у КАМАЗа 54112 технические характеристики были несколько изменены, однако конкуренция на рынке все же вытеснила эту модель. Серийное производство автомобиля закончилось в 2002 году. Последователем грузовика стала модель 54115. Первенцем в семействе грузовых автомобилей данной модификации является модель 5410 производства Камского автомобильного завода. Над созданием проекта трудились специалисты завода имени Лихачева. В модельный ряд 54112 входили два сидельных тягача, что служили для транспортировки грузов с прицепами на 16 и 20 тонн. Также семейство грузовиков включало бортовой автомобиль. К концу тысячелетия машина получила значительные изменения, затронувшие преимущественно конструкцию. Была увеличена грузоподъемность авто. Последние версии модели технически и внешне соответствовали своему времени. Однако, один из основных критериев двигателя не соответствовал европейским стандартам. Силовой агрегат КАМАЗа отвечал нормам Евро-3. Этот параметр стал одной из главных причин снятия модели с производства. Машина активно эксплуатировалась в городском хозяйстве, промышленности и военной сфере. Современный рынок предлагает строительным, торговым и военным производством массу грузовых автомобилей с различными функциональными возможностями и назначениями. Несмотря на это, КАМАЗ оставляет за собой право называться рабочей лошадкой, не обделенной надежностью, отличной грузоподъемностью и высокой проходимостью. В ранних модификациях были использованы последние инженерно-технические решения, включая многоступенчатую трансмиссию, тормозную систему, соответствующую высоким требованиям европейских сертификатов. Модель снята с серийного производства в начале 2000-х. По этой причине новый автомобиль купить не предоставляется возможность. Стоимость бывших ранее в употреблении эксплуатации грузовиков существенно разнится в зависимости от года выпуска, пробега и технического состояния. Ориентировочная стоимость КАМАЗа 54112, произведенного в период с 1991 по 1993 год, будет составлять около 350-400 тысяч рублей. Рама собрана, и мне остается собрать кабину. Тут всего несколько деталей. Внешние элементы кабины я приклеивать пока не буду. Без них мне будет проще окрашивать.
Начну грунтовку с кабины. Кабина, по сути, у этой модели основная деталь, на которой цепляется взгляд. В сети есть много споров о том, как и чем грунтовать металлические кабины от ТВД. Я остановила свой выбор на грунте от ZIP. На обезжиренной поверхности металла он держится неплохо и, по моему опыту, даже лучше, чем грунт от Tamiya из баллона. Далее грунтую раму и салон. Черной акриловой краской от АК третьего поколения наношу пришейдинг на кабину. Я продолжаю учиться этому приему, тут необходима твердая рука, чтобы наносить однородные тонкие линии из аэрографа в нужные места. Окрашиваю раму черной акриловой краской. Мне очень понравился черный цвет от АК. Он придает раме графитово-черный оттенок, который выигрышно смотрится на рамах автомобилей. Кстати, на модели автобуса КАВС на моем канале для рамы я тоже использовала этот цвет. Настало время окраски кабины. Я долго думала, в какой цвет ее окрасить. Выбирала между красно-оранжевым и серым, но свой выбор остановила на последнем. Я люблю работать с серым цветом за счет огромного количества его оттенков, и для меня он в работе привычен, так как ранее я делала большое количество немецкой бронетехники. Также в сером довольно интересно смотрится результат пришейдинга. Следующий шаг в окраске – нанесение серого фильтра. Фильтр должен разнообразить цветовую гамму модели. Я использую голубой оттенок от фирмы Walder. Фильтру надо дать подсохнуть около суток, поскольку он выполнен на базе масляной краски. Теперь настало время тонкой работы. Алюминиевым цветом окрашу глушители и стальным цветом двигатель. А теперь мне потребуется аккуратно кисточкой окрасить буквы КАМАЗ на лицевой стороне кабины. Это требует некой степени концентрации. Подготавливаю к окраске сигналы автопоезда, окрашу их в основной в черный цвет. Окрашу черной матовой краской уплотнители на ветровом и задних стеклах. Следующий этап – нанесение глянцевого лака. Я использую лак от АК. Лак служит для двух целей. Первое – это защита результатов предыдущей работы. Второе – немного проще по нему наносить смывку, а именно по глянцевому лаку, так как смывка слегка стекает в углубление. Наношу черную смывку от Tamiya. Излишки вытираю кисточкой, смоченной в White Spirit. Настало время нанесения декалей. Для заднего номера я вырезала табличку из жести, то есть из жестяной банки из-под напитка, и окрасила ее в черный цвет. Для защиты проделанной работы нанесу матовый акриловый лак. Вначале окрашу поворотники в оранжевый цвет. То же самое сделаю с поворотниками, которые потом будут размещаться в переднем бампере. Настал черед метода сухой кисти. Макаю широкую густую кисть в белую масляную краску и вытираю ее почти насухо.
И такой кистью провожусь по всем выступающим поверхностям, практически без нажима, таким образом выделяя рельеф модели. Особенно результат применения этого метода заметен на черной раме. Теперь окрашу задние фонари краской по стеклу. Настал черед пачкать покрышки. Я забиваю пигментом протектор, а затем смахиваю пальцем излишки. После того, как вставилось стекла, настало время окраски огней автопоезда в оранжевый цвет. Теперь в мордочку вставлю глазки. Клею прозрачные детали на клей ПВА. Монтирую покрышки на диски. Тут надо быть аккуратной, чтобы не погнуть мосты или даже их сломать. Теперь приклеиваю на свои места фототравленные дворники. Пигментами припыляю раму, чтобы она по степени загрязнения соответствовала колесам. Ну и финальный этап – это запыление стекол. Наношу пигмент на стекло и мокрой ватной палочкой вытираю пыль там, где бы это сделали стеклоочиститель. На этом постройка тягача закончена. Напишите в комментариях, понравилась ли вам моя сборка, и оставьте свои замечания. Обязательно загляните на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.